Хочу вот попробовать такую лапшу себе сделать на обед. А у меня было две, что-то она такая дорогая была, я не помню. Такая он большая, это не как ровная, знаете, такая тяжеленькая. Корейская лапша вот с овощами. И в каком-то соевом соусе, не знаю, посмотрим. В общем, ее вот надо в кипящую воду и варить 5 минут. А потом пакетик с соусом и с овощами туда добавить. Настя ела, вот, ну, я два покупала себе и ей, ну, Ваньке как-то, ну, не даю я пока такую вот ерунду, потому что, во-первых, он и не будет, он вообще к новому, ко всему плохо так относится, ничего никогда не попробует. Даже если заведомо вкусно, все равно нет. Так, Настя пробовала, говорю, и вообще выкинула все, ей не понравилось. Но она, конечно, лапшу не варила. Она сказала, я ее залью кипятком, и так сойдет. Может быть, поэтому ей не понравилось, не знаю. Я вот попробую. Ничего, я сегодня, потому что себе на обед не готовила. А что-то все туда-сюда, и все никак некогда. Тут всякие шмотки свои, инкубатор вот у меня новый есть. Я тогда, знаете, его выиграла, когда вот еще был Инстаграм, как бы работал вот в обычном режиме, и еще не было санкций. И я не помню, что-то какой-то розыгрыш там один блогер проводил. И представляете, я выиграла первое место, это вот разыгрывался инкубатор. Я вообще никогда в жизни, вот даже ни копейки никакой не выигрывала. И здесь инкубатор, я даже вообще не поверила сначала. Ну, в общем, короче, ладно, я его выиграла вот за 9500. А мне вот, я его и получила, по-моему, через неделю. И вот его я фоткала. А потом, что еще? Камеру тоже мне тогда в подарок дали. Вот домашняя камера. Ну, она у нас просто лежит без дела. Как бы она 4600, я ее попробую, может, за 3000 продам. Инкубатор тоже за 9, хотя бы поставлю 7500, там, не знаю, посмотрим. И там еще у меня шмотки есть такие, знаете, я не помню, кто мне тогда вот их дал, не помню. Ну, в общем, там человек носит только вот такие вот, такую одежду, она именно вот фирменная. Там Zara, Хим и не могу вспомнить вот ремешок. Не могу вспомнить, короче, ремешок тоже. Вот я посмотрел, новый пиджак стоит там от 9 800. И я хотя бы за 1000, там за 1500, может быть, продам. Они все в идеальном состоянии. Но не ношу я такие вещи, во-первых. Они, знаете, такие все вот светло-коричневого, коричневого. Я вообще не люблю коричневый цвет. И, конечно, они мне малы. Я не 40-й, не 44-й размер. Это я когда-то еще до Ваньки была такого размера. Сейчас нет. И поэтому там вот я выбрала такие вещи. Сейчас хочу все это выкладывать, потому что финансов ноль. Ну, я скажу вам вкратце, что от нас ушел, ну, в общем, ушел мой муж, отец Вани. Он нашел, ну, или встретил, я не знаю, что там произошло, другую женщину. Она почему-то негативно настроена и к сыну, ну, то есть к его сыну, к моему сыну. Теперь и вообще ко мне, хотя как бы ушел, уходи. Я все это уже пережила, знаете. Прошло где-то уже, наверное, месяц, как он ушел. Постоянно он периодически появляется, или приедет, или звонит. Но обратной дороги, конечно, уже нет. Я вам показываю только это. Давайте хоть в окно посмотрим. Окно у нас все белым-бело. Снег идет, из крыши метет. Такая погода, как февраль. Но я никогда, конечно, его не показывала. Его дома, он дома бывал редко. Вот с начала весны по вот глубокую осень, где-то по ноябрь, он всегда работал, он начальником участка был, вот по дорогам, дороги вот, которые, вот знаете, дороги прокладывали или там какие-то ремонтные работы могли, вот такие вот трубы через дорогу, я не знаю, как это называется, вот я не могу вспомнить. Ну, в общем, такой вот фигни, короче говоря. И вот он так вот работал. Ну, приезжал там месяц, раза два, на 2 там дня, мог на неделю там, в общем, смотря как работа. А потом вот перестал приезжать где-то в сентябре. Ну, как бы в августе, по-моему, я вот не помню, вот он приехал.
А в сентябре уже приехал только на полдня, быстренько по магазинам нас тут повозил и как бы свалил. Но не придала вообще это никакого значения. Мы вместе почти 16 лет, 15 с копейками. И, ну, никогда такого, короче, не было. Ни с моей стороны, ни с его. Поэтому я была просто в шоке. Это ничего не сказать. Ну, ладно, свое, короче, я отстрадала. Все, в общем, я себя вытащила, как говорится, из этого вот болота. Больше я не могу сказать, что я совсем не страдаю. Мне, знаете, вот обидно, очень обидно, потому что, как говорится, подобрала я его, когда он был просто, ну, одно название, что человек, он был абсолютно проколотым, не знаю, пронюханным наркоманом. Ну, не знаю, зачем я это вообще тогда сделала. Ну, в общем, ладно, сделала. И в итоге вот... Ну, я лично считаю, что это я его вот вырастила вот до такой степени, что он стал человеком, как бы даже я скажу с большой буквы. И я же все это вот его заставляла. То есть я заставляла его куда-то звонить, что-то вот где-то поучиться. В общем, он такой, знаете, тюфяк. Если его куда-то вот не направить, он вообще не будет даже шевелиться. То есть вот как-то уговорами, где-то даже вот ругались мы, когда вот он ничего не хотел. И вот это вот, знаете, лечение, вот это вот зависимость эту бороть, это понадобился мне не 1 год ведь. И мне вот просто обидно вот за все это, знаете, что за мои вообще, вот за мою молодость, вообще за все эти усилия, и, ну, в общем, за все вот это. Мне очень обидно. И, конечно, мне очень обидно за сына. То, что просил он очень сына, ну, вообще ребенка просил. Настя, старшая дочь, это не от него. Как сказать? И свекровь, знаете, меня... Они, в общем, вдвоем на меня вот как-то 2 года, наверное, они мне все вот просили, наседали, все без конца уговаривали. А в итоге-то... И Ванька никому оказался и не нужен, в принципе. Не она, как бабушка, вообще никаких своих, знаете, вот, ну, обязанностей, это, конечно, громко сказано. Ну, вообще никак она, короче, не касается. Может быть, раз в год, если на 5 минут, и то не знаю. Ну, Ванька не знает ее как бабушка, короче. У него одна бабушка, это моя мама. Потому что и мы ездим, и... Ну, сейчас вообще я вот... Как вот эти вот месяц, вот это, я вообще не хочу никуда ездить. У меня такая, знаете, депрессия была прям ужасно. Ну, мне, в общем, тяжело вот это вот все было как-то пережить, я даже не знаю. И еще, знаете, вот не было такого времени, чтобы вот просто втихаря, знаете, лечь, отвернуться к стеночке и просто поплакать, себя пожалеть. Потому что постоянно у меня дети. Они мне не давали ни поплакать, ничего. Нет, конечно, там ночами, это все, когда или никого там не было, но все равно как-то это вот так. В общем, пришлось все это терпеть. В общем, ну, вот такие дела. И теперь вот я даже сама не знаю, что вот мне делать. Как-то у меня какие-то варианты такие вот, какие-то все неоднозначные. И работы нет. Знаете, что я живу в деревне, а тут, ну, даже до трассы, чтобы вот на автобус попасть, это надо постараться. В общем, это 5 с лишним километров, в общем. А автобус у нас, я уже говорила, идет только 1 раз, это 11:30. То есть до города мне ни утром, ни вечером, допустим, с города приехать не на чем. Вот я уже ищу, в общем, ну, недели 2-3 точно, уже ищу вот работу какую-нибудь на дому. Ну, все такое, такая чепуха. Или надо обучиться, а это обучение стоит где-то 19 900. Одна вообще мне какая-то звонила. У них вообще 180 тысяч обучения. В общем, кому-то надо за вход по ссылкам платить. В общем, это какой-то вот просто развод дикий. Или что это? Кастрюля закипела. Сейчас макароны, подождите. Так вот, макароны закинула. И вот 5 минут я сейчас засеку. И будем 5 минут варить. Здесь я вот пожарила на вечер курицу. Тут такие, знаете, это назывался набор для супа или что-то так. В общем, крылья и вот кусок спины.
и чеснока. Больше ничего сюда не добавляла, ну и посолила. Сейчас газ поменьше сделаю. Так, ну, в общем, пусть варится 5 минут. Это вот такая камера, которую я хочу продать. Да, не уличная. Я бы, конечно, хотела уличную, а это нет. Ну, в общем, ладно. И вкратце дальше, что я хотела сказать. В общем, это получается уже не вкратце. Вот такой, ой, большой пакет. Смотрите, какой здоровенный такой пакетик. Не знаю, сколько здесь. Что-то не видно нигде. 100 грамм. В общем, дом это не мой. Дом это, знаете, мне вот кажется, что вообще это все было как-то вот заранее, как будто его вот мать это все знала, что когда-нибудь такая фигня произойдет. Потому что дом она не оформила купли-продажу, чтобы потом это как бы досталось все нам, а она вот ему подарила. То есть я ничего не могу претендовать вообще на этот дом, никаким местом даже. Поэтому мне вот нужно теперь искать, куда мне деваться с моими детьми. Ой. Как бы он говорит, что живите здесь, но, знаете, живите здесь. На что, во-первых, жить? Он мне сказал, что будет платить по 20, там, по 30 тысяч в месяц. Но вот прошел месяц, он мне дал только 10 тысяч. Как я могу на 10 тысяч жить, я вообще не понимаю. А на эти 10 тысяч мы сразу поехали в город, я купила Насте вот сапоги за 2 с копейками. И отдала ей 2 тысячи, чтобы она отдала в школу за обеды, за сентябрь и октябрь. И все, вот уже как бы 6, почти 5. И поесть же тоже надо. В общем, и к школе, и там и тетрадки, всякая эта чепуха. Поэтому, во-первых, работы здесь нет, а мне надо на что-то жить и кормить своих детей. А во-вторых, он может в любой момент приехать. Ну, даже, допустим, что вот они расстанутся, и он приедет сюда, потому что им больше некуда приезжать. А я говорю, что я никогда вот больше не подберу то, что вот уже было использовано, не хочу. И когда мы, знаете, начинали встречаться, мы с ним разговаривали, я ему говорила, что никогда не прощу, если вот будет какая-то измена, вот именно вот в этом плане. Ну, если он будет с какой-то там теткой. Поэтому он прекрасно знал, и все равно вот он пошел. Ну, все встанет потом, конечно, на свои места. Как бы он звонит мне, как-то звонил, тут просился вот обратно. Но это, знаете, был, мне кажется, такой у него какой-то вот момент. Может быть, он что-то там вспомнил про нас, про сына, и как-то вот он там начал мне опять рыдать в телефон, я хочу домой, там трали-вали. Ну, я еще раз говорю, что если бы он хотел, он бы давным-давно уже приехал. Никто не едет, и она запрещает вообще общаться и звонить, и даже с сыном. И сказала, что вот, ну, это он мне сказал, что она сказала, что даже и деньги, чтобы он нам никакие не давал. Потом вот он подал на развод. Ну, как бы я хотела, но мы собирались даже с ним вместе туда съездить, чтобы подать как бы с 2 сторон на развод, чтобы нас быстрее развели. Он приезжал сюда с ней, как бы не сюда ко мне, ну, не сюда домой, а у его брата есть квартира в городе, как бы. И вот они там останавливались, и у него даже хватало совести, он приезжал сюда с ней. Но я как бы с ней не разговаривала, она была там, сидела в машине за забором. Не забыла, что я хотела сказать. Ну, в общем, про развод, что он вот подал на развод, и я вот жду письмо, и подам обязательно алименты. Но я говорю, что свекровь такая хитрая, что она и старшему, наверное, там, младшему точнее, он же тоже развелся со своей женой, тоже у него там, правда, дочь. И мне кажется, она там его вот наускивала, чтобы он не платил ничего. Так вообще как будто дети при разводе, это вообще не дети, а просто какие-то, ну, я даже не знаю, как будто их уже вот не касаются эти дети никакой стороной. И вот она младшему тоже, мне кажется, вот что-то там наговорила. И, знаете, он даже устроился каким-то там охранником или дворником вообще за какие-то копейки, что она стала получать 2000 алиментов. Ну, я думаю, что и этому тоже она так наговорит, чтобы он мне практически ничего не платил. Но я
сказала, что тогда вот, значит, Ваня тоже забудет про такого вот, как говорится, отца. Даже я не могу его сказать, что он отец, какой он отец. Просто что, когда Ваня тут болел, вот как-то осенью, я его просила приехать, но я еще не знала, что он там с какой-то теткой. И он как бы даже не подумал приехать. Он мне там врал, что у него много работы, что он как-то не может. И все вот эти проблемы, когда ехать до города, как Ване там купить какие-то лекарства, все решала как бы я сама. И поэтому я делаю вывод, что вот это ПИЗДА, я не могу сказать это так, дороже, чем твой сын. Поэтому я считаю, что сын ему абсолютно не нужен. Ну, вот бывают какие-то у него, наверное, такие вот моментики, такие маленькие, где он там всплакнет о прошлой жизни. Но это уже не отец. Мне кажется, что даже если что-то там между нами, но как-то детей нельзя бросать. Ведь когда вот он приезжал, вот когда разводиться, и Ваня как раз увидел, вот тогда не было у нас воды в садике. По-моему, я тогда говорила или нет, я уже не помню. И Ваня как бы ему тогда просил: пап, поиграй со мной. А он говорит, что сейчас я типа того съезжу до города, приеду, обязательно с тобой поиграю. И он ему наврал. И он даже не приехал. Потом второй раз он ему тоже сказал, когда вот третий день они здесь были, и он тоже сказал, что типа того, вот Ваню с садика заберешь, и я приеду хотя бы на час. И тоже он даже не подумал приехать. Поэтому, ну, в общем, это просто не человека дерьмо. Конечно, во мне еще говорит обида, но я вообще не понимаю, как это вообще произошло в моей жизни такое. Я вообще была к этому абсолютно не готова. Да вообще никто не готов. И Настя. Настя вообще в школу ходит, и, блин, ее так дергать не хочется. Она там со многими подружилась. Настя тоже тут похудела, плакала. Но что сделал? Я не могу насильно как бы его тут оставить. И мне уже он не нужен абсолютно. И поэтому вот я хочу, вот что могу сейчас продам хотя бы, если, конечно, я все это продам. Посмотрим. Еще вот какие-то варианты насчет жилья, работы, может быть, в городе. Как бы я там прошу людей. Знаете, я не могу платить. Вот у нас в городе, допустим, 8 самое дешевое, и плюс еще надо все счетчики, в общем, всю коммуналку платить. То есть, получается, это 1013-12 в месяц. У меня вообще таких денег даже и нет. То есть я могу платить только вот, ну, может быть, знаете, кому-то жалко вот пустить квартирантов каких-то, а я вот, ну, как бы, все, я же не пью и не курю, и никого мне там нет. Ну, кота я маме сразу отдам, она как бы не против. Ну, в общем, я не буду не брать никаких котов и так далее никуда. То есть как бы все будет в порядке. И вот пустили бы нас за именно вот эту коммуналку только оплачивать. Ну, конечно, это мои, наверное, мечты. Но вдруг мне вот хоть в этом повезет, хотя это, конечно, навряд ли. Но мало ли, вот вдруг случится чудо, и кому-то вот нужно просто, знаете, приглядеть за квартирой за какой-нибудь или за домом. Мы бы вот так вот пожили. Работу в городе, может быть, я нашла. Настя на маршрутке могла бы до школы пока вот ездить. Только вот с садиком, конечно, это проблема. Там у нас такие очереди. Ну, не знаю, я попросила как-нибудь. Не знаю. В общем, что-то надо, конечно, все равно решать здесь, в этом болоте. Ну, это бесполезно. Но уже тут ничего не светит. Потому что обратной дороги у нас, ну, не может уже быть, это однозначно. И работать здесь, конечно, негде. Ну, абсолютно негде. Поэтому и теперь мне стало не до больницы, как бы. И вот мало ли, вот что сейчас мне нужно. Мазь Ване. У него, знаете, я не знаю, от чего это. На нервной почве. Или, ну, в общем, я не знаю. Я почему-то думала, что у него какая-то аллергия, потому что я ему купила новые витамины. Не знаю, показывала. Мне кажется, показывала. И вот он сколько-то вот такие вот. И вот он несколько дней вот их как бы ел. Они такие вкусные, там ему понравились. И, блин, я про макароны забыла. Теперь их надо, знаете, слить и оставить прямо на дне немножко так воды. И туда потом закинуть соус этот. Сейчас я все это сделаю. Какая-то такая, знаете, получилась странная... Не знаю, цвет такой, блин, вообще какой-то странный. Как будто горелое что-то. Ой, камера.
Не знаю, я попробую. Там вот, да, вот куски даже такие вот овощей есть. Так я вот не договорила про Ваню. В общем, я думала, что у него аллергия вот на эти витамины. У него, знаете, прям ладони чесались 2 дня. Да я думаю, что это такое? Я начала ему давать от аллергии. И вот ладони прошли, и все переместилось на пальцы. И от аллергии как бы я сейчас сдаю, а то у него еще и опять это аденоиды там воспалились. Я ему даю вот эти вот еще капли. Вот это Авамис раз в день, он такой для иммунитета. И вот такую полидексу. И от аллергии вот эти супрастинекс. Потому что нам лор вот так вот прописывал такое лечение. И вот такие, знаете, они мелкие-мелкие-мелкие прыщички. Прям вот такие маленькие-маленькие. И, знаешь, у меня кот-то, господи, не пойму, куда он делся. И никак они не проходят. И вот он вроде не чешет в руки, а потом сидит и теребится прям вот, особенно утром, когда встанет, кашу ест, и все, чешется и чешется. Да, кот? А, кот, сегодня всю ночь мышей каких-то у нас дома типа того ловил. И не знаю, мне кажется, у нас и нет вроде никого. Что-то он там все скрабал, кого-то как будто все подпрыгивал. В общем, не знаю, что он там чудил. Настя вчера ногти себе делают, наверное. Это наклейка осталась от какого-то ногтя. Ой, что-то совсем нету фокуса. Ну и вот, и мне вот опять надо покупать какую-то мазь. Во-первых, это опять деньги. Ой, их надо кого-то просить, потому что мне, блин, ехать за одной мазью, ну это просто пипец. В общем, никто ничем мне не может помочь. И как-то я разговаривала со свекровью, она мне таким, знаете, как будто я какая-то муха назойливая, хотя я никому не надоедаю, не звоню. И она мне как-то так сказала, типа того, сами разбирайтесь. Ну и ладно, и разберемся. Поэтому как-то я вот кинули меня как за борт. Ну, в общем, никто не может мне ничем помочь. Поэтому вот я барахтаюсь опять как это. И не знаю, когда это вот в моей жизни что-то наладится. Все вот как-то вот валится, все какая-то вот что-то такое плохое, какие-то вот все проблемы без конца. Прям я вообще так устала от проблем. Хочется уже, знаете, какой-то белой полосы, хотя бы тоненькой. Так что такие вот дела. Ничего хорошего. Сегодня у меня опять было какое-то собеседование, но я вообще даже ничего не поняла. Я прошу человека сказать, что вообще мне нужно делать. Она как будто сама не знает, что мне надо делать. Вот вам кто-то позвонит. Какая-то, в общем, опять ерундень. Поэтому не знаю. Ладно. Итак, тут уже наговорил на 23 минуты. Ну, можете перемотать, можете не смотреть. Так что вот такие вот изменения в нашей жизни, в моей, конечно, и в жизни моих детей. Ничего хорошего, но как будет, так и будет. Ничего мы изменить не можем уже в любом случае.